Привет, друзья! Сегодня начинаем очередной мастер-класс по плетению корзиночки из газетных трубочек. Сегодня наша корзиночка будет необычная. Она будет двухцветная. Я беру два контрастных цвета. У корзиночки будет плетеное донышко. И украшена она будет атласными лентами. Вот сейчас я вам расскажу, что мы возьмем для плетения нашей корзинки. Для плетения нам понадобится газета, а точнее вот такие полоски из газеты с белым краем, потому что трубочки мы будем красить изначально. Сейчас я покажу, какие еще материалы мы используем для плетения. Лак, клей ПВА строительный, пульверизатор для смачивания трубочек, морилка орех для окрашивания трубочек в темный цвет. Такого цвета они у нас получились. И морилка на водной основе для окрашивания трубочек цвета желто-горчичного. Такого. Так, дальше атласные ленточки для украшения. Для плетения трубочек спица тонкая, 1,5 миллиметра. Линеечка, карандашик, ножницы, кисточки для окраски. В качестве основы мы будем использовать коробку из-под, ну вот у меня из-под краски. Для покрасочных работ используем перчатки, 2 штуки. Так, и пакет для того, чтобы красить трубочки. Полоски из газеты мы нарезаем 7 сантиметров. Сейчас я вам покажу, как мы будем крутить трубочки. То есть у нас трубочки будут 2 размеров. Первые — это трубочки для плетения. Ими мы будем оплетать наши изделия. Вторые трубочки будут для того, чтобы мы оплетали донышко наше и делали стойки. Они должны быть чуть-чуть потверже, для того, чтобы держали основу. Сначала мы делаем трубочки для плетения. Подносим спицу под острым углом, для того, чтобы трубочка получилась достаточно мягко. И начинаем вот так вот, очень-очень плотненько закручивать. Причем придерживаем обоими руками. Спица у нас короткая, это ничего страшного. То есть уже она, когда накрутилась, вот здесь нам доводим до конца, вытаскиваем спицу, берем клей ПВА. Много клея не наносим, потому что у нас трубочки будут окрашиваться. Если мы нанесем много клея, то трубочка может просто при намокании расклеиться. Вот, поэтому нам понадобится всего лишь вот такая вот маленькая. Можно размазать, можно просто так вот закрутить. И придерживаем немножечко, чтобы зафиксировалось. Следующая трубочка для того, чтобы сплести дно, начать плести дно, трубочки основы, на которых будет, собственно, все изделие держаться, которые будут потом оплетаться. Для этого спицу берем и прикладываем под углом 45 градусов, 40-45 градусов. И также, точно так же, очень-очень плотно, второй рукой помогаем, начинаем делать. То есть эта трубочка, она получится чуть-чуть покороче и потверже. После того, как мы скрутили трубочки, нужно дать просохнуть обязательно. Нужно дать просохнуть сутки. Потому что если вы будете окрашивать сразу эти трубочки, то они расклеятся в этом месте. Начинаем процесс окраски наших трубочек. Для начала мы будем красить трубочки светлым цветом. Как я уже говорила, у нас морилка на водной основе цвета дуб. Вот. Затем, когда мы покрасим морилкой светлой, мы будем красить уже
темные трубочки цветом орех. Вот сейчас будем намазывать и трубочки прокатывать, промазывать равномерно. Очень хорошо смачиваем и от центра вот так вот начинаем промазывать, прокатывая немножечко трубочки вперед. Вот. Как только мы здесь промазали, мы в другую сторону. Я переворачивать не буду, просто вот так в другую сторону намажу. Промазываем очень хорошо, тщательно, чтобы не осталось у нас непрокрасов. И затем кладем их на вот так вот на другие трубочки, чтобы они высыхали. Они должны не плотно прилегать, они должны вентилироваться. Дальше, чтобы нам не менять нашу пленочку, мы просто берем влажную салфетку, вот так протираем ее. Протираем. Кисточку тоже можно просто, так как цвет будет темный у нас, то мы просто кисточку вот так вытерли и все. И приступаем к покрасу темные трубочки. И по точно такому же принципу красим темные. Обязательно одевайте перчатки защитные, потому что морилка оставляет следы. Если вы будете просто красить, то у вас руки будут потом грязные. Точно так же я их кладу вот сюда. Они у меня должны подсохнуть, так как они мокрые. То есть мы ими плести не можем. Но и пересушивать тоже не надо. И трубочки, чтобы они оставались влажными, кончики оставляем не завернутыми, а сами трубочки просто вот так заматываем в пленку. Но больше чем сутки хранить не нужно. Они могут плохого качества быть, если они будут долго мокрые лежать. Вот еще хотела сказать, что цвет здесь намного темнее. Вот у меня трубочки окрашены намного раньше, они получаются светлее. Потом, когда вот из этих трубочек мы уже сплетем изделие, мы будем покрывать лаком, они опять потемнеют. Наши трубочки все окрашены. Все готово для того, чтобы мы начали плести донышко. Трубочки на стойке мы окрасили заранее, потому что они у нас должны быть сухие. Мы их будем оплетать. Если они будут влажные, это будет неудобно делать. Донышко у нас будет состоять из 16 трубочек. То есть мы делим все наши трубочки на 4. Вот. И делаем вот таким образом. Вот такая будет композиция. Сейчас это рассыпается. И для того, чтобы нам удобно было плести, чтобы это держало форму, вся эта конструкция, нам нужно их скрепить. Для этого мы прибегнем к помощи клея момента. Либо можно, если у кого-то есть полимерный клей. Ну вот что у нас получилось после того, как мы склеили начало нашего донышка. Следующий этап: мы возьмем трубочки для плетения, будем сгибать трубочку так вот, и начинать ей так. Плетать будем простым плетением веревочка. Сначала начинаем оплетать по 4 трубочки, как они у нас есть. Потом в дальнейшем мы будем уже делить на 2, а потом вообще по одной. Так что начинаем. Когда трубочка заканчивается, нам нужно ее нарастить. Сейчас я покажу, как мы это будем делать. Соответственно, наращивать мы будем на изнаночной стороне. Под углом обрезаем. Так, трубочку когда обрезали, так ее сминаем. Берем широкий край,
второй трубочки пошире. И вот так одеваем. И начинаем дальше оплетать. Вот дошли до конца. Вот что у нас получается. И таким образом оплетаем 3 ряда. 3 или 4 ряда, сейчас посмотрю. Мы проплели 4 ряда. Теперь нам нужно вот эти желтые стоечки разделить на 2 и оплетать уже по 2. Мы берем вот так вот ножничками и немножечко их разделяем, чтобы они были равномерно. То же самое здесь. После того, как мы их расширили, мы уже начинаем оплетать по 2 стоечки. Так мы проплетаем примерно 3 ряда. И потом мы уже будем делить 2 стоечки по одной. И до конца у нас уже будут по одной. После того, как мы раздвинули трубочки, продолжаем плетение дальше. Не забываем придавливать, прижимать, чтобы у нас получилось достаточно плотно. Ну, вот так вот продолжаем плести 2 ряда. У меня в будущем предполагается ситцевое плетение. Вот. Для него нужно нечетное количество трубочек-стоечек. Поэтому мы сейчас на данном этапе, когда мы оплетаем по одной стойке, мы добавляем просто еще одну трубочку. Мы ее вот так просто вставляем плотненько. Вот. И на этом этапе, когда мы по одной оплетаем, то будет незаметно, что мы добавили. Нам нужно определиться, где у нас будет край донышка. Для этого мы берем наше донышко, отцентровываем его по нашей баночке основе и вот так вот ручкой отмечаем. Нам это нужно для того, чтобы мы понимали, где нам нужно обрезать наши стоечки основы и нарастить их другими трубочками уже темного цвета. Потому что боковины мы будем оплетать уже темным цветом. Обрезаем немножко меньше наши отметки. И сюда вот так расширяем немножечко. Берем нашу стоечку уже темного цвета, заминаем, капаем клей ПВА и вставляем туда нашу стоечку. Некоторые наши стоечки достаточно узенькие, и мы не можем внутрь засунуть трубочку сменную, поэтому мы делаем таким образом. Мы берем рядышком, расширяем пространство спицей, трубочку сминаем и засовываем просто ее вот так вот рядышком. Рядом для надежности на стоечку капаем капельку клея. Так вот. И даем высохнуть. Наши темные стоечки все приклеены. Вы обратили внимание, когда стоечек было больше, то есть желтых у нас было 16, а темных было больше. Так вот, темных было в 2 раза больше. То есть темных 32 штуки, и одну мы подклеили. Всего темных стоечек у нас будет 33 штуки. Вот сейчас мы оплетем последний ряд, чтобы прикрыть наши соединения. Наш клей просох. Следующий этап, когда мы будем поднимать стоечки. Для этого нам нужно, чтобы наши стоечки вот в этих местах были увлажненные. Начинаем так вот пропшикивать. Дальше. После того, как мы смочим этот участок трубочек, то мы дадим полежать 5 минут.
Начинаем поднимать наши стойки. Вот я оплела небольшую часть, чтобы вам показать, как это будет выглядеть. Для этого берем правую трубочку, доводим до левой, слегка вот так заминаем, чтобы сгиб был там, где нам надо, и поднимаем. Точно так же следующую. Берем загиб и поднимаем. Когда мы доплели до конца, вот у нас осталось место. Вот вы можете его зафиксировать отдельной трубочкой. Ну, я просто вот сделала его немножечко побольше. И последнюю трубочку мы проталкиваем сюда. Вот. И все у нас трубочки теперь на месте. Сейчас наше изделие готово для того, чтобы мы его оплетали. Начнем мы плетение. Оно называется веревочка. Значит, для начала берем 2 трубочки, клей, ну, у меня момент, и нам нужно эти 2 трубочки подклеить за 2 стоечками. Так, 1 стоечка и 2 стоечка. На кончик накапываем клей, да, и сюда. И прикладываем одной трубочкой и за второй. Вот. Ну, какое-то время подождем, чтобы у нас клей момент схватился. После того, как подклеили, нам нужно будет поставить обратно коробочку основу. То есть мы ее берем, ставим на место. Что мы делаем? Мы берем левую трубочку, заводим ее за первую стойку, доводим до второй, здесь вот так слегка заминаем и заводим за нее. Так, вот что у нас получается. Следующая трубочка у нас идет точно таким же образом. То есть мы ее огибаем за первую. Также можете делать небольшой замин вот здесь, чтобы у нас в этом месте она будет сгибаться. Так вот, трубочку убираем за вторую. И так продолжаем дальше. И одновременно с плетением сразу же уплотняем. Левой рукой все время придерживаем вот эти стоечки, пока первое время. И следим, чтобы они сразу ложились ровненько. То есть на равномерном расстоянии друг от друга. Сейчас покажу, как мы будем наращивать трубочки, когда они у нас закончились. Вот мы смотрим, когда у нас трубочка будет заведена вот за этим местом, да, мы отступаем 10 миллиметров примерно после нее. Ну и точно так же вторую смотрим, то она у нас будет за этой стоечкой тоже 10 миллиметров обрезана. Вот. Это для того, чтобы у нас скрепление было между 2 стоечками. Значит, как мы это делаем? Отбрезаем под острым углом, под острым. Потом берем вот так трубочку, заминаем в этом месте, делаем ее еще более узкой. Берем нашу трубочку широкой стороной, вот она вот так легко одевается. И точно так же вторую. Вот. И когда мы будем дальше плести, то она попадет немножечко дальше, чем стоечка, чуть-чуть дальше. Соответственно, вот следующей трубочкой она прикроется. Все, место соединения будет здесь незаметно. Так я проплела 3 ряда. Следующий этап у нас будет смена и цвета, и смена рисунка. Даже не то, что рисунка. Здесь мы плели веревочкой из 2 трубочек, а дальше мы будем плести веревочкой из 3 трубочек. То есть, если мы подклеивали 2 палочки для плетения, то сейчас мы будем подклеивать 3 палочки. Вот, сейчас я завершу этот ряд. В конце ряда главное не ошибиться. Вот мы смотрим, здесь у нас 3 ряда, здесь 2 ряда, соответственно, последняя стоечка, вот эта, за которую мы будем заводить. Вот она у нас, собственно. Вот, как мы заправляем хвостики.
То есть мы точно так же, как вот при наращивании, мы заводим за трубочку и обрезаем на расстоянии примерно 10 миллиметров. То есть я вот так вот беру ножнички маникюрные, вот здесь вот расширяю пространство и сюда заправлю за стоечку. Точно так же и здесь. И заправляем уголочек нашей трубочки. Нужно ножничками помочь, чтобы она хорошо туда зашла. Уже следующую мы заводим за эту стоечку и точно так же заправляем. Вот, все получилось хорошо. Здесь еще немножечко прижимаем. Все, наш рядочек получился ровным. Наши трубочки подклеены. Вот. Если, когда мы плели веревочку в две трубочки, мы заводили за первую под вторую, то принцип веревочки из 3 трубочек, что мы заводим за 2, вот эти, за 2, также вот делаем заминочку и заводим нашу стоечку. И дальше принцип точно такой же. Раз, два, то есть за 2. Тут делаем заминочку и заводим. Такое плетение дает более объемный вариант, чем плетение веревочки в 2 трубочки. Вот следим, чтобы из-за каждой стоечки у нас выходило по одной трубочке. Когда мы доплели до конца ряда, нам нужно красиво закончить веревочку. Вот, значит, обозначенная у нас стоечка, вот эта, мы за нее, за первую подклеивали трубочку для плетения. Поэтому вот как только мы до нее дошли, вот последний виток сделали, вообще у нас следующий должен был идти вот этот, ну, сюда, за эту заходить, вот так. Но мы этого не делаем уже. Мы берем и правую трубочку заводим, так вот, убираем ее вовнутрь. То есть начинаем с правой, затем среднюю, также отсчитываем 2, то же самое заводим ее внутрь, и та, которая должна быть первая, она у нас идет последняя. Считаем 1, 2 и также заводим ее внутрь. Вот так вот получается более красивое закрытие ряда. С обратной стороны мы наши трубочки подрезали, чтобы они были покороче. Вот, и сейчас мы их заправим на лицевую сторону, а потом подклеим и обрежем, их будет незаметно. Вот мы смотрим, где у нас была приклеена трубочка, вот, и вот сюда будем заправлять. Так. И аналогично остальные. С изнаночной стороны будет тоже очень хорошо смотреться. На лицевой стороне хвостики подрезаем и заправляем сюда. Тут будет их незаметно. И после того, как заправили, капаем капельку клея. Все. Наша трубочка зафиксирована. Также аналогичные 2 трубочки вот эти также заправляем. Следующий этап. Я запланировала вот такое украшение в виде атласной ленточки. Так это будет выглядеть. Вот. Для этого нам нужно вот такую взять картоночку, достаточно тоненькую, и по размеру нашей ленточки
вырезать по всему периметру. Картоночка должна где-то на 2 миллиметра быть больше, чем ленточка, чтобы ленточка у нас свободно ходила в этом пространстве. Вставляем вот так картонку, чтобы нам удобно было дальше плести. Вот. И следующим этапом у нас будет точно такое же плетение вот в 3 трубочки. Мы подклеиваем наши 3 трубочки. Да, хотела сказать, что здесь еще нужно поставить основу. То есть мы сейчас будем ставить основу и подклеивать наши 3 трубочки. И точно так же оплетать. Я проплела еще один ряд веревочкой в 3 трубочки. И сейчас мы можем приступить к плетению, которое называется ситцевое. Трубочку мы также на клей-момент посадили за стоечкой, чтобы она закрепилась. Вот. И делаем вот таким образом. За первую под вторую. Причем плетем не очень плотно. То есть плетение очень простое. Когда наращиваем трубочку, следим за тем, чтобы соединение попало за стойкой с изнаночной стороны, чтобы было не видно. То есть вот соединение у нас попадает прямо напротив стоечки. Мы его заводим. И его с этой стороны не должно видно быть. И продолжаем плести дальше. Я проплела 5 рядов. И уже вытащила нашу картоночку, чтобы померить, как будет здесь выглядеть ленточка. Получилось замечательно. Вот. Ситцевое плетение, его уплотнять не надо, оно плетется свободно, как вы заметили. В дальнейшем мы, наверное, проплетем еще 5 или 6 рядов и уже будем делать загибку. Всего у меня получилось 13 рядов, проплетенных ситцевым плетением. Я заканчиваю перед той стоечкой, с которой мы начинали. Вообще, стоечку, с которой начинали, вам надо как-то отметить. Вот я ее просто загнула, но она у меня и так самая длинная, эта стоечка была. На следующем этапе нам надо будет сменить трубочки на светлые, потому что загибка у нас будет светлая. Вот. И для того, чтобы скрыть, этот переход, мы вот здесь подклеим трубочку еще одну, вот таким образом. И последний ряд проплетем плетением веревочка, как мы начинали, с чего мы начинали. Я обрезала наши стоечки вот ровно с последней плетеной трубочкой. Вот сейчас буду намазывать клеем моментом и вот так вот за стоечку, здесь за эту, а здесь соответственно за вот эту, чтобы прижать ее. Ну а если у вас стоечки были широкие, то вот так вот их расширяем. Берем, сминаем трубочку светлую, так делаем ее поуже. Капаем клеем ПВА. И туда эту трубочку просто вставляем. Она достаточно плотно туда входит. Так даже получается еще лучше. Все наши трубочки приклеены. Хотела сказать, что трубочки я приклеила, которые обычно скрученные для плетения. То есть они не должны быть жесткие, должны быть мягкие. Мы их будем смачивать для того, чтобы удобно было делать загибку. Вот. И постарайтесь трубочки взять подлиннее, потому что для этой загибки нужны длинные трубочки. А я тем временем приклеила вторую трубочку вот за стоечку, вот за эту. И теперь для того, чтобы скрыть наши стыки, мы начинаем оплетать веревочкой. Как это делать, я уже показывала. Сейчас еще покажу. То есть за стоечку заводим. То есть обычно веревочкой в 2 трубочки.
После того, как мы закончили оплетать веревочку, мы очень хорошо смачиваем наши трубочки для загибки. Так, пленочкой прикрываем. И смачиваем по всей высоте. И даем постоять 5 минут. Начинаем плести нашу загибку. Она называется розга. Для начала нам нужно заложить 2 трубочки, зарезервировать место. То есть одна трубочка накладывается на другую. Вот таким образом. Вот. И дальше мы на вторую стоечку точно так же закладываем, но только уже одну. И начинаем поверх вот этой трубочки закладывать вот левую трубочку поверх вот той, которая у нас за второй трубочкой. Так. Мы добавляем еще одну. То есть эти белые трубочки — это трубочки резерв. То есть потом мы на их место будем уже наши стоечки добавлять. Накладываем еще одну. Вот. И последняя. Третья стоечка, за нее еще одну. И точно так же по такому же принципу. Вот на белые пока не обращайте внимания. То есть у нас получается желтых трубочек 1, 2, 3. Следующим этапом мы берем левую желтую трубочку, огибаем все и заводим за следующую свободную. Таким вот образом. И уже нашу следующую стоечку мы накладываем поверх нее. И продолжаем по такому же принципу дальше. Вот. Теперь у нас получилось уже по 2 желтые трубочки. Ой, по 2 желтые трубочки выходят. 1, 2 и 3. И перед тем, как выбирать трубочку, берем из левого ряда правую трубочку. Всегда правую. И за свободную. Вот эта одна, которая у нас осталась, мы потом ее в самом конце обрежем. Чтобы загибка смотрелась красиво, после того, как проплели, выравниваем и поправляем, так, чтобы симметрично было. Обратите внимание, что правая трубочка, она длиннее, чем левая. То есть это тоже поможет вам не запутаться. Вы всегда будете знать, что вам нужно взять для того, чтобы обогнуть ту, которая длиннее. Но это при условии, если все стойки были одного размера. Тогда так получается. Хочу вам показать еще вот с этой стороны. Наши трубочки, они, в общем-то, даже получаются не на друг дружку накладываются, а как бы друг за дружку. То есть мы, когда придавливаем, стоечка уходит за нее. И тогда получается, что вот эти плетения, они как бы параллельно друг другу. Когда мы доплели до конца ряда, начинаем вытаскивать первые 2 трубочки. Вместо них мы сейчас будем по рисунку делать. В общем, вот мы смотрим. Из левого ряда правая трубочка, и она у нас, соответственно, пойдет вот на это место. Ну и эта трубочка также по рисунку, она идет вслед за ней. Следующая трубочка идет по такому же принципу. То есть мы ее вытаскиваем, запоминаем, в каком месте она у нас была. И на ее место идет наша желтенькая трубочка. Сразу смотрите по рисунку, то есть параллельно с ней идет наша стоечка.
Следующие две, возможно, будет сложновато уже продергивать трубочку, поэтому вы можете сделать таким образом. Вот вы смотрите, где вот эта трубочка ушла. Сразу же за ней вот так спицу вставляем. Как раз и не ошибетесь. Так, берем и продергиваем. Так просто получается поудобнее. И точно так же последнюю. И уже легко она проходит. Все, наша загибка закончена. Вот так выглядит. И последним этапом мы обрезаем наши стоечки максимально близко к плетению. Так вот, чтобы их было не видно. Последний этап. Мы покрываем корзиночку акриловым лаком. У меня лак антисептик. Он создаст водоотталкивающее покрытие, и изделие приобретет прочность и красоту. Начинаем. Лак выглядит вот таким образом. Такой белый. Берем корзиночку и равномерно начинаем вот так покрывать. Тщательно промазывая внутри. Так продолжаем, пока не покроем всю корзиночку. После того, как лак просох, пришло время украсить нашу корзиночку. Украшать мы будем ленточкой, как я уже показывала, и вот такой вот бабочкой. По-моему, она здесь очень хорошо будет смотреться. Такую бабочку я увидела на сайте Алины Балобан, канал на YouTube. Я оставлю ссылочку на мастер-класс. Вы можете украсить либо бабочкой, либо цветочком. Это уже по вашему желанию. Ну, мне показалось, что здесь бабочка будет смотреться очень красиво. Сначала мы закрепим бабочку, а потом уже будем вставлять ленточку. Ленточку предварительно нужно обработать край, чтобы не сыпался. То есть берем вот так вот зажигалку и проходим по краю. Точно так же с другой стороны. Приклеивать будем за две вот эти стоечки, поэтому намазываем их клеем и также намазываем бабочку с этой стороны и даем просохнуть. Прикладываем бабочку немножечко под углом, так смотрится красивее, и прижимаем. Все, смотрится замечательно. Теперь нам нужно за этим местом спрятать ленточку. То есть мы, собственно, с этого же места и начинаем. Прячем там хвостик. И начинаем ленточкой проходить по всей корзиночке. Доходим до конца. Перед бабочкой будет последний виток. В конце первый хвостик, он придавится нашим хвостиком. Можно подклеить, я оставляю просто подлиннее. И заправляю просто за стоечку.
Все. Наша корзинка украшена и имеет теперь законченный вид. Наш проект завершен. Корзиночка получилась замечательная и очень прочная. Наша ленточка очень украшает такие плетеные изделия, а бабочка добавляет летнего настроения. Вот так смотрится наша донышко. Надеюсь, уроки, которые я показала в видео, вам будут полезны. Я же, в свою очередь, хотела поблагодарить канал Лагидна Мастерня или Ласковая мастерская за отдельные уроки по плетению. Я оставлю ссылочку в описании. Если у вас возникнут какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, я постараюсь на все ответить. Я желаю, друзья, вам творческих успехов. Плетите, творите, и у вас все получится.